Всем привет, с вами Дэн. Ну что, узнаете? Пару лет назад, в 2022 году, я вам показывал одну из моделей от гонконгского часового бренда Agelosser, который был основан в 2013 году. И тогда тот турбион прям меня несказанно порадовал. Эти часы я назвал одними из лучших часов 2022 года. Давайте смотреть одну из их новых моделей. Значит, здесь инструкция на английском языке, на приятной бумаге. Это хорошо в хозяйстве пригодится. Почитайте. Дальше. Международный гарантийный, значит, сертификатик. И здесь еще есть бумаженце дополнительное Q&A. Вопросы и ответы. Ну, видимо, как заботиться о часах. Вот такой вот пенальчик у нас, да? Оттеночек Tiffany H. И, значит, тут еще карточка международная гарантия. Ну и, собственно, самое главное, для чего мы здесь с вами сегодня собрались, а именно часы. И тряпочка, конечно же, без тряпочки никуда. Так, все, коробку в сторону, шутки в сторону. Давайте знакомиться с этой вот новой моделью. А здесь... Ой, какая красотища, да как это интересно. Здесь давненько не было у меня вот таких моделей на обзоре, а? Сейчас будем разбираться. Итак, значит, это у нас модель называется Agelosser Universal Time. Универсальное время, ну как нетрудно догадаться, часы с полезным усложнением мировое время. Оно нравится обычно путешественникам, тем, кто часто ездит в командировки, я тут под оба пункта подпадаю, ну и просто тем, кто любит сложные циферблаты. Да? Ну, это уже такой вопрос на любителя. Здесь, как мне кажется, индикация наглядная, сейчас будем смотреть. Значит, референс по модели 5201А1. Здесь стальной корпус, сталь 316L, ремешок кожаный, водозащита 50 метров, сапфировое стекло и механизм А4610, 47 камней, 28 800 полуколебаний в час и запас хода существенный 80 часов. Ну и что касается ритейла в России, то чуть меньше, чем 89 тысяч рублей. Да-да-да, теперь Agelosser в российском ритейле продается. И, кстати говоря, эти часы предоставлены для обзора крупнейшей в России розничной сети магазинов наручных часов All Time, за что им спасибо. Могу вам теперь вот еще одну интересную новиночку показать. Давайте, кстати, ну ладно, раз про характеристики заговорили, то, конечно же, важно и по размеру пройтись. Что у нас по диаметру? 42 миллиметра. Высота, кстати, здесь слегка выпуклое стекло, 12,5. Ну, без стекла, очевидно, будет чуточку поменьше. Ремешок 22. Так, и от ушка до ушка, здесь достаточно длинные ушки, смотрим, 49 практически, да. Мое запястье 18,5 в обхвате, ну и что, смотрим, да. Да, модель не маленькая, причем 42, мне кажется, они немножко крупнее носятся за счет того, что достаточно длинные ушки. Этот момент обязательно учитывайте. Я думаю, что на небольшое запястье не очень подойдет модель, а вот на среднее и на крупное прям в самый раз. Ну и понятно, что обычно часы с мировым временем, они не бывают маленькими, потому что, ну, куда вот там мельчить вот эти все названия городов, часового пояса и так далее. Поэтому они, в принципе, вот 42, мне кажется, окей. 40, вот, честно говоря, даже не припоминаю, чтобы я видел что-то интересное в диаметре 40. Но если помните, напишите обязательно в комментарии. Может, даже удастся раздобыть. Поэтому нет, здесь, в принципе, корпус такой среднеразмерный. Ну, по нынешним временам, может быть, чуть больше, чем среднеразмерный. Но в целом, окей, здесь нет ничего какого-то там оверсайза. Слушайте, ну, интересно, да? Так, это у нас заводная головка, которая отвечает за часы, минуты, секунды и дату. Дата тут у нас припряталась у отметки 6 часов. Ну, здесь с этим все понятно. Да, значит, верхняя коронка как раз отвечает за эту самую настройку часовых поясов. В обе стороны мы можем подвинуть. Ну и, допустим, вот мы смотрим, да, у нас здесь 0 это Гринвич. Соответственно, и дальше мы смотрим, насколько время отличается от Гринвича. Вот находим здесь Москва есть. Ну, ставим сколько там у нас? 2 часа. 2 часа, да. И понимаем, что разница во времени. Вот сейчас у нас 9 часов 11 минут. И, соответственно, по Гринвичу сейчас будет сколько? Будет 7 часов 11 минут.
Ну и, собственно, второй вариант, как можно пользоваться мировым временем, это когда ставим 0 именно в город, где вы находитесь, то есть ставим на Москву 0, и таким образом можно уже определять разницу между городом вашего нахождения и каким-либо другим городом. Вот сейчас у нас разница 0, да, смотрим Париж, минус 2 часа, то есть у нас в Париже, как мы уже смотрели, получается 7 часов уже там 13 минут, да, а в Пекине, например, плюс 5 часов, то есть 7 плюс 5 у нас уже получается 14 часов 13 минут в Пекине. Поэтому, зная, в общем, текущее время и разницу между вашим городом и любым другим городом, либо разницу по Гринвичу, да, и любым другим городом, можно все это вычислять в зависимости от того, какое конкретно время и разница, с чем вам нужна. Гениально, просто и на самом деле время от времени полезно. Ну, в принципе, многие покупают такие часы не только ради того, чтобы можно было вычислять мировое время, потому что, понятное дело, у каждого есть смартфон, но и за тем, что такие часы выглядят необычно. Здесь насыщенный циферблат, но, тем не менее, обычно стараются делать такие модели элегантно, чтобы на внешний такой радиус, да, циферблата были вынесены вот эти как раз названия городов, либо разница в часах, как вот здесь есть все, да, поэтому здесь удобно пользоваться, как я вам говорил, и разные способы применять, и смотря для чего вы используете, да, вот эту вот разницу во времени между часовыми поясами. Но, в принципе, иногда просто одни города оставляют, иногда одну шкалу вот эту, иногда все это фиксировано, в общем, по-разному, но вот в этой реализации очень удобно и очень так функционально. Дата, да, у нас есть, честно говоря, я бы дату убрал, чтобы вот как-то не портил. Ну, я знаю, что многие любят дату, тем более дата, ну да, согласен, дата в этом плане важна, когда вы смотрите, какой день сейчас в Москве, какой день, например, в Токио, потому что очень часто это будет различаться. Но здесь окей. Они, кстати, очень интересно решили, сделали по центральной части аж здесь глобус, причем глобус объемный, потом посмотрим на макро, но выглядит здорово даже вот со стороны. Зеркальная полировка по меткам, зеркальная полировка стрелок. И у нас как бы часы сами по себе, да, внутри есть, и можно пользоваться часами как обычным трехстрелочником, но если нужно, пожалуйста, вот здесь по внешней части как раз мы и день видим, и ночь видим, да, разного цвета шкала, и города все. Слушайте, ну, круто сделано. Вот реально мне нравится, как они это все сотворили. Тем более 42 миллиметра, не такой уж и большой размер корпуса. А в целом не перенасыщенные часы и удобная читаемость, и все в порядке. Молодцы, супер, классно сделали. Узкий ран здесь, ничего такого не мешается, ничего не отвлекает. Ремешок, кстати, такой изогнутый, да, шпилька здесь изогнутая как раз под корпус. Корпус цилиндрический такой, да. Верхняя часть ранта зеркальная полировка, боковая тоже. Центральная часть по корпусу сатинирование. И дальше идет у нас зеркальная по задней крышке. Такой немножко рубленый, да, корпус, но при этом снизу здесь по ушкам и по корпусу ничего резкого нет. Коронки крупные, достаточно удобно пользоваться. Единственное, что они такие гладенькие, скользкие, то есть при носке здесь будет окей, удобно, но вот прям мокрыми какими-нибудь влажными пальцами не очень удобно вытягивать, да, эти головки. Резкие грани, резкие переходы мне очень нравятся. Agelosser, конечно, умеет делать корпуса. Посмотрите, да, как здесь прям чувствуется, да, чувствуется, что по геометрии просто супер все классно сделано. Очень круто. Да, геометрия хороша. Ремешок кожаный под аллигатора. Здесь достаточно плотненькая часть, то есть нужно будет разносить. В этой части тонкая. Насколько я помню, когда я турбион показывал, там был похожий ремешок, тоже под крокодила. Застежка здесь у нее, кстати, такая классная, тоненькая, очень элегантная, мне нравится. Вот такая у нас тонкая застежка, и они удобны в повседневной носке. Я носил, кстати, часы Agelosser, эти турбионы где-то около полугода, наверное. И ремешок у меня достаточно быстро разносился. Он качественный. Снизу, кстати, оранжевый, симпатично очень сделано. Есть система быстрой замены. Хотя, конечно, я бы предпочел, что... Ну, я не очень люблю ремешки под крокодила, под там змею и так далее. Лучше уж просто обычный ремешок кожаный, а не вот некая такая бутафория. Ну, кому как, опять же, да. Здесь достаточно качественный ремешок, и он не выглядит дешевым. В этом плане окей. Ну, и красотюлечка у нас под задней крышки. Здесь тоже есть на что посмотреть. Очень красивые мосты, красивый ротор, скелетонированный, синеные здесь
Винтики, женевские волны, слушайте, ну красота, да. Калибр, как я сказал, А4610, его высота 5,6 мм, так что часы невысокие, калибр невысокий, хотя много всего здесь, да, намешано в этой модели. И запас хода 80 часов, да, там два барабана стоит, DLC покрытие на мостах, на платинах, фаски здесь тонкие, да, очень хорошо отполированы, красиво. И посмотрите на роторе, да, фаски опять сняты, очень красиво. Но ребята умеют, ребята стараются. Есть вороненые винты, термически закаленные и полированные стальные. Ну, я опять же ожидал такого от Эйджлоссера, поэтому тут какого-то супер удивления нет, потому что уже Tourbillon показал, что делают они бомбические часы с бомбическим качеством. И в этом плане я рад, конечно, что они появились у нас. Их можно покрутить в руках, посмотреть, даже если вы не собираетесь покупать этот бренд или являетесь, например, хейтером китайских часов, зайдите в тот же Alltime, посмотрите, покрутите в руках Эйджлоссер, все вопросы сразу отпадут. Кстати, в этом огромный плюс, когда часы можно посмотреть в руках. Да? А потом глядите и скажете, блин, они настолько хороши, что я их прям хочу. Такое, кстати, тоже говоря, не исключено. Но мы с вами продолжаем, значит, давайте посмотрим по весу. Мне прямо интересно, потому что они не чувствуются прям легкими. 96 грамм, да, 96 грамм, не самая легкая модель. Но с учетом того, что это на ремешке, все вполне себе окей. А теперь время смотреть вкусняшки. Так, ну да, здесь, конечно, земной шар объемный. Полировочка, да, и океан залит краской. Все супер, все аккуратно. Метки с зеркальной полировкой. Слушайте, ну, что Tourbillon, что вот эта модель, конечно, вау, сделано классно. Даже мельчайшие вот эти точечки, да, где меридианы проходят, и то они отделаны, и то внутри краска залита. Круто. Две шкалы, время, название городов. Здесь все очень мелко, все очень аккуратно. Класс. Ушки, грани, переходики. Шикардос. Ну и вот у нас фасочки, да, как аккуратно сделаны. Аж душа радуется. Красиво. Ну что, напишите в комментариях, как вам эта модель, что еще может быть от Эйджлоссер показать на канале. И по выводам я скажу так. Ну понятно, что в плане качества здесь никаких вопросов нет. С точки зрения вот конкретного усложнения мировое время, да, оно кому-то нравится, кому-то нет. Но в плане реализации, да, самой вот как это все сделано, оно удобно для использования. Это здорово. Поскольку модель, понятное дело, не самая доступная по цене, ее, как мне кажется, выберет тот, у кого это далеко не первые часы, естественно, и тот, кто понимает, за что он платит. Да, здесь шикарная отделка, равную которой в этом ценовом сегменте сможет предложить разве что другой классный китайский бренд. Здесь красивый механизм, здесь нечастое усложнение, мировое время. Вот, наверное, такой набор факторов. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.